вами позаниматься. Меня зовут Алексей Ракицкий, мне 57 лет, боевым искусством я занимаюсь 44 года. Я решил так, что мы начнем с вами с мозгов. Мозг – это единственный орган, который вырабатывает самое большое количество энергии в нашем организме. То есть он самый затратный. И как наш мозг устроен? Он понимает, что его энергозатраты, энергоэффективность применения очень велика. И он ищет простые функции и простые формулы для того, чтобы энергозатратность эту сбавить. И сегодняшнее наше занятие я бы хотел построить как раз на упражнениях, на которых мы часть этих условностей снимем делать. Мы давайте сегодня, поскольку у нас как бы тренировка будет, упремся в два движения. Хорошо? Допустим, партнер отводил меня в моей позиции, впереди стоящей рукой, чтобы делать там какое-то. Я должен как-то отреагировать. Но большинство из нас начинает анализировать ситуацию, и здесь возникает мини-пауза. Очень маленькая, незаметная. Но для Коли его мозг уже поставлен эту задачу выполнить. И если эта задача выполнена, он готов выполнять другую задачу. Очень мало встречается людей, которые разнонаправленные задачи могут синхронизировать. Это умники, это нормально. Поэтому вот тут уже закончилась функция, где мозг давал команду. Она может начать, например, удар. Поэтому если я здесь допустил паузу, скорее всего, заключается в том, что мы раз, и он стоит, и я стою. И только потом начинаю переходить какой-то простой эффект. Вот условно. Почему так мозг работает? Вот на этом движении он уже функцию выполнил. Потому что мозг заведомо проанализировал, что он будет. Вот, например, вот мы стоим под дорогой. Смотрите, как просто. Он увидел расстояние. Он понимает задачу. Он понимает степень функционирования. Видит мою руку, и мы здесь остановились. Смотрите дальше. Здорово. Это то же самое. Здорово. Все, мозг работает так. Здорово. Я чуть руку приподнял. Здорово. Я ее сюда закрутил. А его рука со мной должна поздороваться, задача до конца не выполнена. А если я уже руку сюда поведу, тогда вы понимаете, что можно. Вот так мозг работает. То есть наша задача, чтобы вот эту условность, пауза, а потом выполнение движения избежать, нам нужно, чтобы для него мозг давал команду, что еще движение продолжается. И тогда это будет не условность. Тогда я сразу начну двигаться и сразу добьюсь результата. Он меня может захватывать, а я уже работаю. Понимаете, да? Он меня вот захватывает, а я встал. Все, он может что-то делать. Но если я его начну выводить из равновесия или просто движение какое-то давать сигнал, значит для него еще движение не окончено. Значит, я в этот момент функции какие-то выполняю. Он берет, а я выполняю. А не так. И пошел. Он может. Это касается и атак в лицо. Например, идет атака в лицо. Я блок сотовки сделал, но я остановил его руку и себя. Все, для него эта функция выполнена. Может дальше колено вставлять и так далее. А если я не дам ему остановку, то продолжая его удар, то есть он еще длится, то я могу работать то, что считаю нужным. Например, оставим. Понимаете, дальше мы идем. На захвате, например, с внешней стороны, я с остановкой прилетела на дорогу. А я без остановки. И вот таких разных вариаций море. Поэтому мы сегодня работаем именно такое упражнение, если вы не возражаете. Мы возьмем две техники. Первое, чтобы вам было удобнее. Захват изнутри, и перейдем в бросок. Вот это сворачивание. И вторую технику. Захват той же руки с внешней стороны. Переведем ее вниз, сделаем форму, как в Японии называют SG, буква S. G это буква S, так и называют. И сделаем балет. Никто не возражает против такой практики? Нет. Чтобы тише. Не, сам. Тише. Такой рукой снять, тише. Не, сам. Тише. Хорошо, вторую руку разрабатывай. Тише. Не, сам. Тише. Первую руку разрабатывай. Тише. Не, сам. Тише. Вторую руку разрабатывай. Тише. Не, сам. Тише. И вторую руку разрабатывай. Тише. Не, сам. Тише. Вот ничего. Смотри, как они получают. Этот раз мы тоже отдаем
правую, начнем справа. Но тогда уже стоим в позиции в любой. Начнем захватывать с одной стороны, мы немножечко делаем движение. Захватываем другой рукой, мы какое-то движение. Любой. Но главное, что эти захваты осуществляют сейчас вот такую руку. Вот. Или вот. Или вот. То есть мы не здесь, не здесь. Вот одна и та же подставка, провокация. Такая подставка очень популярна в сервисе. Почему? Например, бьет нога, в ногу сильно, пап, рука уже здесь. Нет, ты уже поздно это. Вот он бьет. Я его спровоцировал, он уже взял. И я ему тренирую. Провокация должна сработать, чтобы мозг перестроился здесь. Поэтому вот у нас сейчас правая нога впереди, правая рука. Раз немножко двигается. Раз немножко сюда. Раз немножко в эту сторону. Рук немножко туда. В любую сторону, в любую руку. Его руку. А у вас только право. Потом поменяем стойку и так далее. Поехали, попробуем. Давая его мозгу команду, что для тебя движение еще не закончилось, это значит, что мы должны это сделать настолько рационально, чтобы для него не случился вариант того, что он может сам переключить свою работу мозга. О чем я говорю? Некоторые делают вот это смещение вот так. Посмотрите, как далеко. При такой ситуации его мозг вот здесь свою задачу закончил и красиво лупит сюда. Или сюда. Закончил, вот же я тебе подставил. И так далее. Это все должно быть очень аккуратно. Раз, чуть-чуть. Видите, смотрите. Чуть-чуть, чуть-чуть. Все без пауз. Вот я его чуть вывел и сразу подхватил. Сразу подхватил. С этой стороны он пошел, я его чуть вывел и сразу сформировал. Больно, неприятно и так далее. Поэтому следующее наше упражнение такое. Счет ич. Он вас хватает, вы рационально. Ну, я пока говорю, но тут паузы не должно быть. Вы рационально чуть ведете ич, подхватываете его второй рукой, как лапшу его руку накручиваете. Хотя бы до этой фазы. Чтобы потом сделать никаких вот этих вещей не нужно. Сорвали, нет смысла делать что-то тут. Здесь смысл в другом. Итак, наше упражнение сейчас. Он захватил, мы чуть-чуть перевели, закрутили. Можно на этом остановиться, а можно сделать движение. Как вам удобно? На вторую руку чуть перевели, можно остановиться, но смотрите, я прикрыта, я не такой, и не такой спину ему отдаю. Чуть замкнут, вторую ручку на него наложили и сделали форму буквы S. Сам. Иди. Разных конфигураций, как вам удобно. Попробуем. Пошире, пожалуйста. Встаньте. Первый партнер отдает правую руку.